Эта невероятная история произошла на Аляске. Там Дмитрий жил в маленьком сельском городке. Он родился здесь и имел счастливое детство. С самого детства он был очарован лесами и дикими животными. Он часто уходил на длительные прогулки в лес с родителями. По мере взросления мальчик все меньше и меньше времени проводил с родителями в лесу. Но он никогда не терял любви к ней. В школе он познакомился с Элси, девушкой из параллельного класса. Эти двое сразу же были привлечены друг к другу, и вскоре они начали встречаться. После окончания колледжа они переехали в родной город Дмитрия. Вскоре после этого Элси и Дмитрий поженились и родили двух очаровательных сыновей — Джек и Томас. Дмитрий любил гулять с сыновьями в лесу, как когда, то с ним родители. Зимним днем Дмитрий и его 12 и 9-летние сыновья исследовали заснеженный лес. В этот день они должны прожить то, что никогда не забудут. Внезапно они услышали странный шум. Дмитрий сказал своим сыновьям оставаться позади него, поскольку все они подошли ближе к звуку. Сначала трое подумали о скулящей собаке, которая могла заблудиться в лесу. Возможно, его даже бросил владелец. Но в конце концов они увидели совсем другое. Ступив на небольшое направление, они увидели молодую волчицу, лапа которой попала в капкан охотника. Животное издавало болезненные звуки, которые разбивали сердце Дмитрия. Он осознавал опасность хищника, но не мог оставить волка на произвол судьбы. Мужчина подошел ближе, но остановился, когда она зарычала на него. Волк угрожающе оскалил зубы и дал понять незнакомцу: «Да сюда и не дальше». Дмитрий тихо сказал волку и подкрался ближе. В конце концов, он оказался достаточно близко, чтобы погладить животное и заверить его, что он только пытается помочь. Волк перестал рычать и начал лизать руку Дмитрия. Он явно чувствовал, что этот человек не хотел причинить ему вреда. После того, как волк успокоился, Дмитрий присмотрелся к ловушке. К счастью, это оказалась простая модель, которая захлопывалась, когда на нее наступали. Но животное было явно ранено, и Дмитрий беспокоился, что у волка может быть сломана лапа. Когда Дмитрий сказал своим сыновьям уйти в отставку, он сделал что-то довольно опасное. Он открыл ловушку. Однако, когда хищник оказался на свободе, он не сразу убежал, как мог ожидать человек. Вместо этого волк остался на месте, жалобно воя. Дмитрий очень волновался. Он знал, что не может оставить молодую волчицу на произвол судьбы. В таком состоянии животное вряд ли проживет несколько дней в дикой природе. Но что делать мужчине? Ведь это был еще дикий хищник. Тогда Дмитрий сделал нечто невероятное. Он подобрал волка. Томас и Джек были поражены тем, что делал их отец. Разве он не знал, что простым щелчком челюсти хищник может сделать с ним немыслимое? Несмотря на опасность, Дмитрий был полон решимости помочь ей. Удивительно, но волк в хватке Дмитрия оставался довольно спокойным. После нескольких часов марша Дмитрий, Томас, Джек и волк наконец вышли из леса. Дмитрий позаботился о том, чтобы его сыновья благополучно добрались до дома, прежде чем отправиться к ближайшему ветеринару. После стольких лет ношения тяжелого животного Дмитрий был рад, наконец, положить его в кабинет ветеринара. Он был поражен тем, что принес ему этот человек. Сначала он не решался лечить волка. Но Дмитрий настоял на том, чтобы врач посмотрел на лапу животного. Затем он внимательно осмотрел волчицу, пока Дмитрий говорил ей нежные слова. В конце концов ветеринар сказал, что лапа была в синяках, но не сломана.
Однако волчица голодала и нуждалась в месте, где она могла бы безопасно восстановиться. Дмитрий решил взять волка домой. Он положил старый матрац и несколько одеял в свой гараж и накормил волка. На следующий день животному стало лучше. Мужчина и двое его сыновей открыли гараж и с безопасного расстояния наблюдали, как животное осторожно выбирается наружу. Прежде чем волчица скрылась за деревьями, она еще раз обернулась, как бы прося у Дмитрия помощи и благодарности. В тот момент мужчина понятия не имел, что должно было случиться через некоторое время. В последующие дни они увидели волчицу возле дома. Она как будто еще не хотела уходить, но Дмитрий не знал почему. Однажды волк пропал, что обеспокоило Томаса и Джека. Поскольку их отец был на работе, они знали, что в лес нельзя ходить в одиночку. Но они беспокоились, что с волком что-то случилось. Итак, два мальчика рискнули выйти из дома в одиночестве. Пройдя некоторое время, Томас и Джек обнаружили, что волка не видно. Но потом это случилось. Когда они обернулись, два мальчика поняли, что заблудились. Боясь остаться в одиночестве посреди зимы в лесу, дети бродили по округе, пытаясь найти дорогу домой. Но по мере того, как солнце опускалось в небо и приближалась ночь, дела у двоих шли не очень хорошо. Испугавшись, Томас и Джек сели на бревно и прижались друг к другу, чтобы согреться. Когда они уже почти потеряли надежду, случилось нечто неожиданное. Джек заметил, что с деревьев на него смотрят два ярких глаза. Что это было? Было ли это опасно? Что он должен сделать? Все эти вопросы пронеслись в голове мальчика. Но в этот момент глаза приблизились, и Джек увидел молодого волка, которого спас Дмитрий. Джек осторожно подозвал животное поближе и дал ей обнюхать свою руку. Когда волчица точно узнала, кто такие волчата, она начала слегка вилять хвостом. Она лизнула руки Джека и легонько подтолкнула его и Томаса. Как только волчица привлекла внимание волчат, волчица побежала назад, то и дело останавливаясь, чтобы убедиться, что двое детей следуют за ней. Примерно через 30 минут Томас и Джек увидели свет и услышали, как их мать и отец зовут их. Счастливые быть дома, эти двое бросились в объятия своих родителей с облегчением. Дмитрий посмотрел на линию деревьев и увидел волка, наблюдающего за воссоединением семьи. Мужчина не мог в это поверить. Волчица спасла его сыновей и привела их домой. Дмитрий тихо поблагодарил волчицу, прежде чем она исчезла обратно в лес. Каким-то образом Дмитрий знал, что они больше никогда не увидят волка. Но он никогда не забудет того, что сделал для семьи. Ставьте лайк под видео и подписывайтесь на канал.